Салам всем зашедшим на огонек. Если так же, как у меня все плохо с обшивкой люка, смотри этот ролик. Годами мне на голову сыпалась то пыль с него, то куски обшивки, и под шумок перешива карт, кстати, ролик об этом есть на канале, я решил перешить и люк. Люк снимается элементарно, не считая съема потолка, но, как видите, у меня его тупо нету. Откручиваем эти шестигранники и отводим люк до конца, и у вас он не выйдет, потому что упрется в это усиление. Тупо руками отводите вниз это усиление, пропихиваете пальцами люк. Далее отводите люк до конца и снимайте. Но будьте аккуратны, грязи будет очень много. Наверху люка были реальные пески Сахары. То, что вы видите на кадрах, это не все. Много я еще высыпал на себя, пока снимал, часть рассыпал, пока нес до дома. Сама ткань снялась легко, но под ней был клей, который прям жопич какой подлючий. Я перепробовал много и помог только спирт, шпатель и лезвие с канцелярского ножа. После того, как я вычистил, я еще предварительно для лучшего сцепления клея с пластиком зашкурил поверхность. Ох, сколько оттуда всякого вытекло. Мне кажется, этот люк никто никогда не снимал и не мыл вообще. Я много в этой машине вычистил, но это был просто писец какой-то. Когда люк был уже чистым, можно было приступить к поклейке. По лекалам оригинальной ткани я выкроил новую, точно так же, как и с дверными картами. Добавил по сантиметру, отметил мылом и вырезал. Накинул ткань и начал потихоньку приклеивать сверху вниз, как обычно. В общем, скажу я вам, перетяжка люка гораздо проще, чем дверных карт. Очень мало углублений, если вы хотите набить руку, люк — это идеальная возможность. После того, как приклеил ткань, я рекомендую пройтись по стыкам ткани клеем моментом Crystal, чтобы его однажды не задрало. Следующая беда была в том, что люк-то теперь красивый, но серая резинка портила вид, поэтому я снял резинку и, обработав спиртом, тупо покрасил в черный цвет. Думал, выйдет плохо, но результат меня более чем удивил. Смотрим результат. Родной потолок я так на него и не нашел. Однако буду искать дальше и лепить потолок уже из этой ткани. Результат мне очень понравился, так что однажды ждите продолжения. После того, как я разберусь со всеми бедами, которые с моей машиной произошли. Спасибо за просмотр. Пока.